Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2023 год. 22 у нас просто пролетел молниеносно, пулей, оставив хаос. Посмотрим, чем же для вас ознаменуется 2023 год. Хотя это год тоже активных действий, год перемен, так как арканом 2023 года у нас является колесница. Ну вот мы посмотрим, какие перемены и движения будут у вас. И помогут мне сегодня в этом черное правдивое Таро, а также Таро легенд. Мы с вами будем просматривать сначала энергии в той либо иной сфере, ну и потом будем раскрывать это при помощи последующей колоды. Итак, что же вас ожидает в работе, в бизнесе? И здесь мы видим аркан умеренность. Умеренность – это наконец-то обретение зоны комфорта. Это реализация своего потенциала. Объясню почему. Потому что вы довольны собой. У вас во всем соблюден баланс. Вы получаете кайф, вы получаете удовольствие. Это, как говорят, на чили, на кайфе, на расслабоне. Но если говорить обычным, простым, обывательским языком, то по умеренности это гармония. Это когда у вас хватает времени и на отдых, и на реализацию, на карьеру, хватает времени на себя. И самое главное, работа, которая в удовольствие. Посмотрим, так ли это будет на самом деле. Давайте раскроем эту ситуацию. Итак, овны. Тройка мечей. Башня. Ух ты, десятка пентаклей. Ребят, у вас здесь кардинальные перемены, потому что для многих они будут связаны с ситуацией. Допустим, если вы не работали, это уйти в частную фирму, либо открыть свое дело. Те, кто был в поиске, работать на себя, осознание, что вы можете открыть что-то свое. Те, кто работали по найму, это увольняться с работы, которая вас не устраивает, и уходить в фирму с большим окладом. Но а у тех, кто имеет свой собственный бизнес, это здесь либо делегировать ситуацию и ваши полномочия другим членам семьи. Сейчас я хочу даже уточнить, что есть в этой триаде. Видите, пятерка жезлов, карта постоянной борьбы, когда вы устаете. Но у вас на колода тройка пентаклей. То есть, видите, есть работа и есть прибыль. Здесь как сместить акценты. Больше времени уделять себе. Не быть как загнанная лошадь скаковая. Поэтому здесь это привлечение ваших родственников, тех, кто будет вам помогать, ваших близких, ваших друзей, которые как раз и закроют эти ключевые острые моменты. Если рассматривать вопрос финансов. Что у вас здесь будет по финансам? Императрица. Прекрасная карта, которая вам говорит о ситуации богатства, достатка, плодородия, новых возможностей, траты на себя любимых, на отдых, на молодость, на красоту, на восстановление состояния здоровья. Траты на маму, на жену, у кого-то на детей. Но здесь хотя бы есть что тратить, потому что императрица – это всегда вопрос, знаете, как не только сохранить и приумножить. То есть если вы тратите, то вы тратите с удовольствием. Сейчас я посмотрю на картах, что там конкретно. И так ли это? Семерка чаш, звезда и рыцарь чаш. Прекрасные арканы. Потому что это тратить на удовольствие, тратить на мечту, на исполнение желаний. Это не вопрос трудного выбора. Это закрыть все те маленькие хотелки, которые вы себе планировали. Почему? Потому что звезда. Трата на мечту, достижение новых высот, раскрытие вашего потенциала. Для кого-то выйти на новый уровень заработка. Видите, к вам идут возможности. Идет рост, раскрытие потенциала, новые выгодные деловые предложения. И все это будет вам нести и сулить хороший заработок, хороший доход. У кого-то это покупка статусного автомобиля, о котором вы долго мечтали. Или отправиться в какую-то сногсшибательную поездку. Возможно, для вас она была слишком дорогостоящей, либо она была неподъемна, или просто не было времени на отдых, на путешествие, то здесь вы сполна реализуете эту мечту, потому что финансы вам здесь это будут позволять. Опять же, если вы здесь будете самозаняты, то это востребованность. Здесь могут быть ваши траты, связанные с рекламой, с пиаром, с вопросами продвижения, но это того будет стоить, это будет оправдано. Если мы посмотрим вопросы здоровья. Так,
По аркану смерть, не пугайтесь, это не сразу там аркан, который сулит физическую смерть. Это карта трансформации, перемен. И у кого-то трансформации в каком аспекте? Допустим, меняется гормональный фон, или элементарно забеременели, родили, или меняется внешность. Ну, допустим, вы делаете пластические операции, происходит трансформация. Либо если были какие-то серьезные заболевания, это перемены в динамике, в течение заболевания. Будем смотреть, что же там по факту. Так, паж чаш, влюбленные и шестерка мечей. Итак, для многих трансформация, зачатие и деторождение может быть идти это в таком ключе. Но во-вторых, если были у вас проблемы заболевания с парными органами, особенно если часто страдали от астмы, от бронхита, от каких-то заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, то это ситуация, которую вы сможете устранить либо изменить. Посредством чего это уже скажет вам врач. Кто-то там, не знаю, будет удалять аденоиды, кто-то там еще предпринимать ряд мер, кто-то просто переедет в более комфортную обстановку, в те климатические условия, которые вам будут подходить. Ну а в целом это арканы, которые говорят о довольстве собой, о внешней привлекательности, это быть привлекательным для противоположного пола. И шестерка мечей — это изменения, к которым вы давно шли. Ну, здесь сама по себе мечевая карта. Для кого-то лечь под нож для изменений. Как глобальных, так и каких-то не совсем значимых. Так, что у нас здесь по личной жизни? Смотрим. Вам падает карта, которая присуща только этой колоде. Карта Анант. Карта исполнения желаний. Карта зарождения нового. Это новый потенциал, это новая жизнь, это новые возможности. Для кого-то зачатие, деторождение, для кого-то, для тех уже, для кого не актуален период репродуктивных функций и их реализации, то это в принципе укрепление отношений, либо обретение партнерства. То есть сама Вселенная вас здесь оберегает. Давайте смотреть, так ли это. Будем раскрывать эту ситуацию. Ох, карта выходит сама. Ну, расспросится, давайте мы ее здесь оставим. Итак, семерка пентаклей. Девятка мечей. И у нас аркан падает справедливость. Так, дно колоды двойка мечей. Смотрите, здесь по ситуации то, чего вы так ждали и чего долго боялись, это, знаете, будет для вас испытанием. Потому что если хотели забеременеть, но по ряду причин не могли, не получалось, или, знаете, сейчас вам это не вовремя, то именно сейчас вам это и дадут. Или если очень хотели отношений, но каким-то образом их идеализировали, то отношения дадут. Или боялись потерять партнера, что-то, знаете, как непроработанные страхи, то по правосудию может быть такое испытание. Сейчас даже дотяну, что у вас есть в этом аркане, потому что карты здесь действительно такие говорящие. Итак, что здесь? Что у нас здесь? Чего вы так боитесь? По четверке мечей, видите, здесь медведь спит в своей берлоге. Переживать здесь не о чем, потому что в вашей жизни все будет комфортно, все будет спокойно. То есть, если вы не были в отношениях, это наконец-то дождаться, это пройти кармический урок, пройти испытание. Если вы были в любовных треугольниках, это уйти в новое, потому что здесь семерка пентаклей слишком долго ждали. А девятка мечей и справедливость – это боязнь растратить свое время попусту. Поэтому здесь обретение гармонии, спокойствия через построение новых отношений. Если же вы в паре и, допустим, могли быть конфликты, ситуация, которая могла вас подводить к бракоразводному процессу, то здесь приостановить эту ситуацию и идет укрепление взаимоотношений. Так, смотрим, что у вас идет в плане неожиданности периода. Что у вас здесь? Какова ситуация? Повешенный. Повешенный — это не застой. Именно в этой колоде, обратите внимание, у него не связаны ноги. Там, наоборот, летят бабочки. Облегчение, новые возможности, легкость. Знаете, как не быть к чему-то привязанным. Иной взгляд на вещи, которые вам дают легкость, которые вам дают новые перспективы и возможности. Сейчас посмотрим, чем он будет обусловлен. Что это за неожиданные перспективы. Шестерка жезлов, двойка пентаклей
И у нас паж жезлов. Для кого-то это может быть не запланированная, но все же беременность. Причем в данном случае уже последующая, там, 2-я или 3-я. Но, тем не менее, это, знаете, как не вопрос испытания, а действительно для вас это переосмысление. То есть будет уже совершенно иной подход к воспитанию ребенка, к тому, как вы будете его растить. Ну, понимаете, вы здесь будете совершенно по-другому воспринимать это дитя, потому что здесь будете получать и радость, и духовный, и личностный рост, и действительно будете наслаждаться вопросами отцовства или материнства. Далее, для кого-то это вопрос адаптации, особенно если это связано с переездом, со сменой места жительства, потому что 6-ка жезлов и 2-ка пентаклей – это как искать альтернативу, ее найти. И здесь не быть жертвой, а здесь адаптироваться к новым возможностям, к новым реалиям. Поэтому карты для вас здесь замечательные. И для тех, допустим, у кого дети уезжают на учебу, то не ощущать себя жертвой, а наоборот отпустить ребенка и радоваться за него. Смотрим, что же здесь будет с точки зрения, что от вас уйдет в рамках 2023 года. Что уходит? Жрица. По жрице уходят неясности, уходят сложные моменты, уходят какие-то тайны, интриги. Ситуация, когда вам кажется, что вы не слышите подсказок Вселенной. То вот это все тайное, все скрытое, оно уходит, оно будет явным. Посмотрим, в какой именно нише, о чем здесь будет идти речь. Для кого-то могут уйти вопросы скрытых любовных отношений, если вы в таких союзах состоите. Так, туз мечей, король пентаклей, 9-ка пентаклей. То есть, если это был вопрос, все-таки говорю, сокрытых отношений, то это оставить вопрос ребром. И поднимать, знаете, как момент о том, кем вы приходите друг к другу. То есть вы в статусе постоянной партнерши, либо девушки-содержанки. Это, знаете, как поднимать эти моменты. Дальше. Если это касается работы, это поставить вопрос ребром, прояснять какие-то нюансы, связанные с деньгами, с вашей реализацией, с вашим тяжелым трудом, который вам должен принести очень серьезные плоды. Выявить, почему кто-то за вашей спиной плел интриги, ну и, соответственно, извлечь из этого себе выгоду. Если мы посмотрим, что к вам придет, По аркану дурак. Ну, как вы понимаете, для многих это ребенок, это внуки. Это может быть рождение детей у ваших братьев и сестер. А для многих это просто новый этап жизни, новое начало, новые возможности, новый цикл. Обрести крылья за спиной, обрести легкость, обрести новый старт. Что ж, давайте смотреть. Что здесь по факту? Что здесь по факту у вас? И хороший. У кого-то это все-таки будет вопрос зачатия, вынашивания ребенка, знаете, как личное сохранение. У всех остальных это, знаете, как нянчить детей, допустим, нянчить внуков, либо нянчить детей вашего рода. Ну а в целом что придет? Это придет покой в личной жизни. Это придет переосмысление событий, которые происходят у вас в семье, либо с вашими родственниками. И знаете, как вопрос гармонии, потому что здесь медведь спит. Это зона комфорта, это отдыхать. Это научиться расслабляться в кругу семьи, получать удовольствие. То есть по-новому переосмыслить вашу жизнь. Еще, поскольку падает 10-ка чаш, повешенный 4-ка мечей, если кто-то менял место жительства, то есть это как вопрос новой родины, где вы будете ощущать себя комфортно. Хорошо. Ваша карта года. Карта года. Что у вас? Звезда. Ну, тут все сказано. Быть звездой, сиять, исполнение мечты, цели, желания. Это новые достижения. Аркан, который просто, знаете, вот лови удачу за хвост. Посмотрим, в чем это конкретно будет ознаменовано, в какой сфере. Император, маг. Так, и туз пентаклей. Ох, какие у вас здесь карты. Но у многих это по вопросам личной жизни. Укрепление отношений, либо обретение нового союза, нового партнерства, продолжение рода и вопросы реализации в карьере, увеличения дохода.
Тут даже добавить нечего. Для кого-то это новый покровитель, который будет вам помогать, вас поддерживать, финансировать, если у вас есть какие-то проекты. Здесь только будете поспевать, хватать эти возможности. И посмотрим для вас карту совет. Карта совет для вас. Маг. Маг, это не жди, пока чудо с тобой свершится. Говорю, чуди сам. Иными словами, контролируй судьбу. Все в твоих руках. Как наверху, так и внизу. Что посеешь, что пожнешь. Закон баланса. Он никуда не девается. Но для того, чтобы запустить этот какой-то бесконечный процесс везения, полосы удач, для этого нужно приложить к этому руку, приложить к этому максимум усилий, потому что маг у нас карта контроля, дисциплины. Это быть самому себе волшебником жизни, то есть не сетовать на ситуацию, что у соседа трава зеленее, а творить перемены в собственной жизни. Здесь еще как рекомендация обучаться, повышать навыки, повышать квалификацию, быть в чем-то экспертом. Если не можете решить какие-то крайне важные, сложные вопросы, не надейтесь, что пройдет так, на авось. Обращайтесь к узкопрофильным специалистам, получайте их помощь, их рекомендацию. Посмотрим, в чем именно вам нужно контролировать процессы. Королева чаш, рыцарь жезлов и семерка мечей. Это, знаете, как чтобы не быть обманутыми, не попасться в лапы аферистам, все контролируйте и все несколько раз перепроверяйте. Особенно если это касается каких-либо юридических дел. Заключение договоров, контрактов, сделок, потому что здесь можете не учесть какие-то моменты. И я знаю, что некоторые ради экономии в пару сотен долларов, вместо того, чтобы пойти хорошему юристу, адвокату, нотариусу, пытаются где-то подчеркнуть информацию сами, погуглить, найти. Это, конечно, все похвально. Но вы поймите, эти люди получают деньги как раз за свой опыт, за свои навыки, за свой стаж. И смотрите, чтобы у вас здесь не вышла ситуация по принципу «скупой платит дважды». Это касается не только юридической сферы, это касается врача, знаете, как желание сэкономить на специалисте, пойти к тому, который подешевле, либо просто знаете, как независимому какому-то эксперту. То есть выбирайте лучших. Это вот такой вот совет и рекомендация вам. Акцентируя внимание на этом, вы добьетесь большего успеха. Вот такой у вас год. Ух, я говорю, горячий, плодотворный год, который просто действительно для многих, так сказать, сулит большие перемены, захлестнет вас. Но помимо всего прочего, сейчас, пожалуйста, подумайте о том, чего вы очень сильно хотите, что бы вы хотели исполнить в рамках 2023 года. А я для вас перетасую карты и запрошу, исполнится ли то, что вы хотите конкретно в 2023 году. Или, возможно, исполнится позже. Или, может, вообще это не исполнится. Ну, то есть мы посмотрим. Поэтому настраивайтесь, подумайте, загадайте и проанализируем. Итак, исполнится ли то, что так страстно желают овны? Карта выходит сама, я даже тасовать дальше не буду. Вам выпала десятка чаш. Ну и хорошо, исполнится. Особенно, если это касается вопросов семьи, личной жизни. Тут еще вторая карта у вас. Справедливость. Ух, особенно, если кто-то хочет официального союза, либо решение каких-то юридических вопросов с родственниками, либо вопросы, которые могли быть завязаны по наследству. Все будет решаемо. Справедливое отношение к вам окружающих, социума, ваших близких. То есть здесь ситуация для вас меняется в лучшую сторону. Поэтому пусть так и будет. Я искренне от всей души вам этого желаю. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода или просто в течение года не забывайте, пишите обратную связь относительно тех событий, которые уже проигрываются или какие проигрались. Я напоминаю вам, что в первом закрепленном комментарии оставлю вам ссылку на расклад прошлого года, чтобы вы могли просмотреть, проанализировать, сделать для себя какие-либо выводы. Отыгрался, не отыгрался, или вам стоит смотреть по асценденту, или кто-то смотрит по луне. В любом случае смотрите, находите себя, ищите свое, и пусть все ваши желания обязательно осуществляются. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!